Друзья мои, всем огромный привет! У меня сегодня вместо завтрака Линдли. Шучу, конечно. Хочу вам показать, как себя на сегодняшний день чувствует этот мой дендробиум. И у меня есть немножко работы. Ну, это и немножко работы с орхидеями есть каждый день. В общем, помните, мы с вами его пересаживали. Было много сомнений по поводу такой именно посадки для Линдли. Это Линдли, который я привезла с Дрездена, с выставки орхидей. Вот это он. И знаете, я тоже сомневалась, что ему будет здесь хорошо. Крупная кора и мох. Но в принципе, всем своим видом он показывает, что ему это в принципе неплохо. Не то, что там прям нравится, но неплохо. Вот посмотрите, какие у нас, видите, новые корешки пошли вниз. Я его обрызгиваю сверху, даже не обрызгиваю, я его проливаю. Я его проливаю, и он растит новые корни. Вы правильно сказали, что вот из-за того, что ему здесь сухо в этой области, хотя я стараюсь орошать эту область со старыми корнями, но большинство из них он засушил. Ну вот так. Девочки, снимаю напротив окна, ну вроде не сильное солнце сильное, но притенение. Поэтому, надеюсь, нам для видеосъемки это не будет помехой. В общем, я увидела на днях, что у него вот так пошел корневой рост уже внутри вазона. И мне это понравилось. Сейчас вам покажу, как я его полоскаю. А перед этим расскажу вам, что я здесь делаю. Помимо того, что занимаюсь Линдли, смотрите, сколько я купила меда. Вы любите мед? Смотрите. Я люблю очень мед, и вся моя семья любит мед. И вот у знакомых, они держат пасеку, я купила вчера 3 литра меда. Такого замечательного. Это мед разнотравья. Нам хватит он ненадолго, я вам скажу. Мы везде добавляем, если это блинчики, если это творожок. Вот утром я тут собираюсь покушать творожка безлактозного, и я добавлю мед. И нам вот еще знакомые подарили, но он прошлогодний, а этот уже новый. Выкачан 28.06. Представляете, я такая довольна. Я переливаю вот так своего любимого мишку. И на столе стоит мед всегда. В общем, это про мед. А сейчас я вам расскажу, что я делаю с Линдли. А с Линдли я делаю следующее. Сейчас покажу. Линдли у меня вот таким образом я включаю кран. Здесь у меня фильтрованная вода. И пока еще тепло. Зимой это, конечно же, будет по-другому, но думаю, до зимы он нарастит побольше себе красивых корешков. И, в общем, вот так я его обливаю прям всего, понимаете? И я прям чувствую, как он меня благодарит. Мне так кажется. Здесь немножко неудобно. Если был бы душ, то было бы лучше. Но все равно. Не всем эта практика по нраву, но неплохо. Смотрите, сколько здесь уже у него новых, выросших в моих условиях корешков. Вот это все, что с белым веломенчиком, это все новенькие корешки уже в моих условиях. То есть он вынужден принять мои условия. Здесь зелень в горшке. Надо ее, конечно же, эту зелень помыть. Что-то у меня тут странности показывает мой iPhone. Но ничего страшного. В общем, зелень я промываю. Я там часто оставляю просто воду, когда поливаю. И вот так из-за того, что свет, доступ света, зеленеет горшочек. В общем, такой вот красавчик. У меня как-то сладости не особо едят. А вот мед с удовольствием. Можно на какую-то булочку, можно на хлебушек, на блинчик, на ладушек, на панкейк. В общем, это здорово.
Так, ну вот так я теперь его оставляю. Можно еще немножечко добавить ему водички, так, чтобы внизу водичка стояла, и ему будет повлажнее. Ну вот я в таком виде его покупанного, всего чистенького, без пыли отправляю на свое окошко. Окно у меня северное, но это Лимон у меня со мной разговаривает и с вами. Лимоша, тихонечко, тихонечко кушай зернышки. У меня попугай. Кто не знает, у меня попугай. Привет, скажи всем. Привет. В общем, отправляю его на окошко, и там он уже где-то дня, вот сейчас летом, в жару, 2-3 дня стоит без моего внимания. То есть я за него забываю, он там стоит. Но главное, что он, смотрите, растит здесь маленьких деток. Вот если вам видно, тут маленькие такие детки, бульбашики такие, бульбы маленькие с листиками. Такой интересный, у него плотная очень листва, прикольный. И вы знаете, я таким же образом вчера полила, вот точно так, как вы сейчас видели, вчера полила 2 полки орхидей. И мне сейчас надо срочно, просто срочно еще 1 полку полить, и мы сейчас с вами этим займемся. Да, мне не хватает лейки здесь, так чтобы это в виде душа было. Ну ладно, как есть уже. Всем вам большой привет. Хочу вам пожелать вкусного, яркого настроения и позитивного, чтобы все у вас в этот день и во все последующие получалось. Желаю это и себе, и вам с огромным удовольствием. Так, давайте сейчас разберем полочку с орхидеями и точно так их искупнем. Так, а какую полочку мы с вами будем сейчас купать? Вот эту. Здесь я вчера всех перекупала, кроме вот Violet Queen, потому что она мне показалась влажной, я ее не тронула. А так всех перекупала, все стоят красивенькие. Сказка тут Joy Fairy Tale цветет на 1 цветочек, но он красивый, ароматный, мне нравится. Здесь еще у меня есть вот такая вот красивая желтая бабочка. Видите, какая интересная. Второе цветение, и второй раз 2 цветочка. До этого тоже было 2. Они восковые такие, но без запаха. Я, конечно, люблю запахи, но они без запаха. Как она называется? Может быть, есть название? Нет, это та Sony, от Sony орхидея Phalaenopsis, которая была no name. Ну вот я теперь не знаю. Там были у девчонок версии, кто это? Не знаю. Ну, мне она нравится. Такой вот желточек, желтенький сарафанчик летний. Очень симпатичная. Она небольшого размера. Вот посмотрите, там буквально... Ой, сколько здесь? Наверное, сантиметра 1,5-2. Ну, если распахнуть, то, наверное, сантиметра 3. В общем, все здесь политы. Начинаем... и вот полита здесь вот эта красота. Тоже бабочка. Бутончик. Видите, какой бутончик у бабочки? Эту я вчера полила, так как я нашла ее очень-очень пересушенной. Все время забиваю, как его звать, этот фаленопсис, но я вам сейчас скажу. Это очень интересный фаленопсис с пилоричностью, вот уже требует пересадки. Это Джанет Брэндон. Видите, что Джанет Брэндон у меня творит? Вот так она выглядит. Вот такая корневая. Она вот этими корнями, фитилями, они уже как фитиль, пьет водичку из внутреннего горшка. Ну, насчет цветения, она не очень щедрая. Вот за весь сезон это ее первое цветение. Вот этот цветонос остался с прошлого года. Представляете, вот ровно год назад она цвела на этом цветоносе. И сейчас она только дала 2 бутона. Представляете, как мало, я считаю. Здесь у меня открылась новая бабочка, но я вижу, у нее есть еще водичка. Ну, можно ее сполоснуть, снять листик высохший. И вот она такая милота. Милота. Видите, какая интересная.
Она цвела очень, я возьму ее, очень пышно цвела, но в повторном цветении, вот это второй цветонос, она, смотрите, очень маленький размер имеет кустика. Она юная, в 1,7 куплена и сразу начала свое цветение. Лимоши перестали галдеть. И она цвела прям гроздочкой в своем первом цветении, пышным таким вот нарядным цветоносом. Ну, посмотрите, какая-то милота розовая с защипчиками. Это пилоричность, которую мы называем бабочка. Так, сказать, что она прям совсем сухая, нельзя. Но вот этот корень как фитилек у нее. Но все же нужно. Я специально делаю такие приспособления, чтобы был зазор между горшками. Хотя бы чуть-чуть заходил воздух сюда. Понимаете? Бывает, коринку ставлю, бывает вот так прям по листикам промываю. Цветы, конечно, стараюсь не трогать, а по листикам промываю. Вот так я проливом промываю, избавляю от солей. Под душем, конечно, это более эффективно. Ну вот сейчас струя воды, где попадет. Вода теплая, приятная, когда руку вот так держишь, очень приятная. Градусов 25 вода, мне кажется, в нашей водопроводе. Ну, надо помыть этот горшочек, полоснуть хотя бы. Эта прелесть готова. Я один корень туда опустила, чтобы он доставал до низа горшка. Немножко пил воду, но я вижу, ему не сильно это понравилось. Так, Джанет Брэндон стоит здесь. Кто здесь у нас еще подсох? Так, вот эта орхидея еще, по-моему... А, нет, она цвела. Это Сони. Сони. Она у меня так просто во временной посадке в транспортировочном горшке. Видите, в 12-м. В принципе, если вот так внимательно посмотреть, видно, что еще и Семирис такой имеет цвет яркий. То есть она, в принципе, в поливе еще не нуждается. Но так как я не хочу через 2 дня опять к ней возвращаться, я все же пролью. Смотрите, что она делает с корнями. Она их растит в разные стороны. Вот такая вот красавица. Я забыла, как она цвела. Представляете, ребята? Это была, видимо, неидентифицированная орхидея, то есть no name от Sony. Но она процвела. Я вижу, что здесь цветонос мой. Представляете? И я не помню. У нее сейчас прямо необходимость есть заправить эти корни в горшок. Хотя, в принципе, в горшке еще не так уж и много корней. Но они вот растут эпифитно вверх. Ну ладно, пускай так порастет этот сезон еще. Я пересаживаю по одной, по две. Вот здесь я вам говорила, как я проветриваю горшок. Видите, здесь у меня кусочек глины. Ой, а здесь я вижу, новый цветонос идет. Маленький, скромный. Вот он, смотрите. Вот свела на 2. Теперь новый дает. По-моему, я знаю, кто это. Это очень интересный фаленопсис. Сейчас вот это. Ефон Грин Бэтмен. Вот он тоже корни пошел растить в разные стороны. Что-то на листву он не богат, но корни растит. Мы его сейчас тоже подарим ему радость водных процедур. О, упал. Ничего. Мы его тоже окатим с ног до головы. Сейчас утром. На стеллажах у меня тепло из-за подсветки. Боже мой, 30% влажности показывает мой гигрометр в квартире и 27 градусов тепла.
Единственное, я сделаю небольшой сквознячок. У меня квартира на 2 стороны. Я открою комнату, окно в комнате на противоположной стороне. И немножко сквознячком их побалую. Я боюсь вот в какие-то такие прохладные погоды так делать. А летом, когда тепло, когда низкая влажность, слушайте, мы потеряли вот это все. Я сверху ложила кокосовые чипсы, досыпала всем орхидеям, чтобы немножко было повлажнее. Так, а здесь надо мыть, конечно. Здесь ужасный горшок. Я, бывает, протираю листики, я вам показывала, вот полотенце бумажное смачиваю. Так, стоп. Мне нужно сделать доступ воздуха к этой орхидее. Немножко неудобно. Так. Где наш кусочек глины? Можете какую-то коринку, что-то, и вот так раз, и все. И доступ воздуха обеспечен, эпифиты хотят дышать. Но не всем это нужно, не все требовательные к этому. Очень неплохо растут они и в закрытых системах. Здесь у нас будет вот закрытая система, сейчас мы ее посмотрим. Сейчас будем полку вытирать. Так, вот теперь вот такие горшки у нас есть. Это у нас сангвинелла, вся пыльная сангвинелла. Она, кстати, дует бутончики. Замечательная орхидея уже у меня цвела. Вот у нее на этом цветоносе, по-моему, был всего лишь один цветочек. Ну вот я вижу новый цветонос. Нравятся мне ее листики. Видите, какая красотка. Да, видите, как я обливаю. Это делаю не часто, но делаю. Так, что написано? Сангвинелла, просто сангвинелла. Это такая яркая, красивая орхидея, насколько я помню. Я наливаю в горшочек. Вот тут вода остается на время, ненадолго, пока корни не напьются. Потом я вот так можно даже слить. Видите, она сочится из этого шва. Можно отстегнуть. О, какой красивый корень. Так, пей, дорогая, пей. Ой, как им хорошо, как им хорошо. Я прям чувствую, как им хорошо. Как нам после знойного дня, когда мы окажемся на водоеме или у себя дома в душе. Так, здесь у меня вроде как есть водичка у нее. Это Joy Spring. Да? Нет. Joy Spotted. Метелик. Но он у меня не бабочка. Он у меня расцвел стандартом. Потом вот сидел, 2 листа не растил, вообще ничего не хотел делать. Представляете, как я была расстроена, что мало того, что он и не бабочка, как было заявлено садовником, тоже вот видите, так он еще и, видите, прям в точку роста. Шок-контент. Так он еще и, мало того, что не бабочка, так он еще и в своем стандартном исполнении. Он хоть красиво цветет, он, вот было 2 цветения уже у меня. Он не хотел растить листья до некоторых пор, а потом он все-таки смиловался надо мной, пошел в рост. Люблю, когда они растут. Попей немножко проточной водички, и пусть смоются все соли с твоих коринок и корешков. Девочки, после таких процедур просто вот эту точку роста нужно либо сделать вот так, слить, сдуть, слить, вентилятор включить, либо взять сухое полотенушко, салфеточку, что-нибудь, и вот так вот промокнуть. Вот. Здесь вроде вот здесь вот тоже вода. Видите, раз. Ну уж если прям вот у вас же в квартире, как и у меня, нет сквозняка, если. Я сейчас-то его сделаю, постараюсь.
Ну, смотрите, какие они прям благодарные, да? Прям вообще. Так, кто у нас следующий? Кстати, открывает свой бутончик моя Зенг Минг. Кто? Кобра. Не анаконда, а кобра. Смотрите, какая прикольная. Вообще мне нравятся эти все кобры, анаконды. Плохо видно. Мало света. Она сейчас такая не очень, а потом она наберет, когда размеры, цвет, она будет суперская. Вот так. Немножечко улучшим ей самочувствие и настроение. Ну, считайте, что у нас тропический дождь пошел. Ну, должно же такое иногда случаться. Я думаю, что она не обидится, а наоборот, ей понравится. Прям красота. Вот видите, вот вода стекает прям в этот шов. Там немножко останется вот на таком уровне и достаточно будет. Ой, я поставила сюда, тут уже лужа. Немножко надо слить. Мне неохота отстегивать. Ну вот вода осталась там чуть-чуть на хорошем уровне. Какая ты милашка. Давайте напротив окна. А, напротив окна мы не посмотрим. Хотя давайте возьмем. Сейчас будет у меня все мокрое вокруг. Видите, какая красивая. Да, класс. Ой, капает, капает, капает. Ай. Так, пошлите за следующий. Никак не цветет формоза Крэмбери, но она в закрытой системе. Ой, какой корень растет. Такой маленький кустик. И она все никак не цветет. Она цветет еще зимы, ребят. Просто вообще, это бабочка. Вот здесь я вижу, вот этот цветочек немножечко завял. Но она такая интересная. Пушистая, пушистая. У нее там манка. Я хочу ее просушить, поэтому я не буду сейчас ее... Я руки намочу, вот так сделаю. Она просто... Листики маленькие. Она развела там у себя в закрытой системе манку. Ну, растет отлично. В плане того, что корни растут отлично. И там еще влажно. Я воздержусь. Вот насчет нее я воздержусь от полива. Потому что я знаю, что она долго просыхает из-за того, что у нее мало листьев. Вот когда мало листьев, меньше площадь испарения, горшок великоват, скажу вам откровенно. И вот поэтому влага лишняя не забирается быстро корнями, не испаряется, поэтому и всякое такое вот нехорошее заводится. А может быть, это и хорошее, а может быть, это симбиоз. Может быть, ей и нравится, и она цветет, да? А мы тут уже придумываем для себя всякие страхи. Прочь страхи. В уходе за орхидеями не должно быть страхов. Так, вчера я проливала проливом вот эту красоту. Это Рейзен. Ой, не Афинетия Рейзен, я ее прям проливала, она еще влажная. Здесь мои талумнии стоят, они у меня пока посажены сейчас еще в гидропонику, сверху мох, ну вот так вот. Их я чаще поливаю, чем остальные, потому что они быстро пересыхают. Но смотрите, вот пример вам, вот гидропоника. Корешки, конечно, растут поверху, потому что я потом уже прочитала, что талумниям нужно низкий горшочек, низкий, корневая стелется. Она, а я думаю, чего она, ну вот здесь, видите, чего она не идет в самый низ? Ну, посмотрим. Уже мох такой. Ну да, они уже подсохли. Тут еще одна есть. У меня 4 разных сорта талумний. Один вид, разный сорт. Вот так они у меня на сегодняшний день выглядят. Надо их тоже. Я их просто вот заливаю и оставляю там вот так воды, полстакана. Ой, сквозняк. У нас такой сквозняк, прям вырывает окна. Побежала, там хлопнуло окно.
Я побежала, быстро все исправила. Так, ну давайте посмотрим закрытую систему. Это особенная орхидея у X Madonna. Вот кто-кто, а она очень любит попить. Очень симпатичная. Это у нее второе цветение за этот сезон. Вижу, надо снять ей здесь чешуйку. Слушайте, у нас такие ветра стоят. И в основном северные. И когда северный ветер стоят, дуют, дуют северные ветра. И у нас, когда северный ветер, у меня со стороны парка, со стороны моей спальни, прям я не беру пинцет. Но тут надо взять пинцет. Уже очень сухая чешуйка, я не вовремя сняла. Корни пересохли, она вся пересохла. Она очень любит пить. Посмотрите, какая у нее корневая. Она вот сидит, представляете, в закрытой системе. И она уже ее переросла. Ей уже нужен больше горшок. Так, сейчас я сниму чешуйки, потом с ней займусь. Все, я дочищаю. Уже практически все сняла. Все чистенько, нормально. Слушайте, ну в этом году я заметила, может вы тоже заметили, сильные прям такие ветра у нас дуют. Я такого не помню. Я только успеваю спасать свои окна и двери. Я ее залью, она постоит, я потом ее вылью. Дело в том, что вы не представляете, ну вы представляете, как оно все хлопает. Этот корень просто шикарный. Я чувствую, что он не останется целым, потому что постоянно он подвергается каким-то прикосновениям. Он у меня с полки свисает прям в самый низ. Я ее залью, она постоит, немного попьет. Так, здесь мой бутерброд. Я еще не завтракала. Сейчас уже эту полку дополиваю. Вот сколько я воды налила, видите? Она сейчас напьется, постоит полчасика, пока я буду завтракать. Позеленеет весь веломен. Она просто невероятно любит попить, много любит. И я смотрю, что мне надо с ней что-то делать, потому что, посмотрите, корневой рост. Она сбрасывает после каждого цветения 1-2 листа, и начинается рост корней из шеи. Дело в том, что она как будто этими корнями выталкивает, дырявит все листья, и много вот листьев на себе в моих условиях не держит. Может, у вас по-другому, у меня так. Так, идемте, кого там еще мы не полили. Тут у меня тоже есть такая орхидея, ни разу не цвела, очень давно куплена, и она вот так сидит, вроде там что-то растет. Видно, что уже сухая, горшок прям очень... Я вам скажу сейчас, как она называется. Амбе 29. Не знаю, возможно она. А что на втором стикере написано? Чоколаты. Видимо, есть у нее два варианта названий у разных садовников. Так бывает. Но хотелось бы увидеть хотя бы один раз этот, хоть какой-то вариант. Мне уже все равно какой, хоть какой-то увидеть хотелось бы. У нее был период, что было очень много маночки. Потом она, видно, я ее просушила хорошенько, и она от нее избавилась. Видите, как она растет, корешки, они уже прошли круг и идут вверх. Но пока еще места у нее достаточно. Тоже 3 листика, но пока ни одного цветения. Были проблемы с ее адаптацией. Ну вот так. Кто-то из вас, девчонки, мне писал про этот сорт. У кого-то тоже она есть и уже процвела. Напишите. Вот она у меня на сегодняшний день вот так себя чувствует. Я вот думаю, может быть, ей не нравится вот это темное кашпо. Хотя растет слишком темное. Когда-то я на распродаже купила вот этот двойной горшок
темным кашпо. Я сейчас тоже сделаю так, как я вам рекомендую. Здесь я так не сделала. Возьму коринку крупную и сделаю воздуха. Сейчас, ребята. Не получается одной рукой. Сейчас. Вот, смотрите, что я сделала. Но это даже слишком крупная коринка. Можно и поскромнее какую-то вот эту можно вместо нее. Сейчас, давайте. Вот так. Это прям огромная. Пускай лежит здесь. Ну, чтобы была щель. И воздух заходил. Чтобы было проветривание. Чтобы орхидея дышала. Ну, такой вариант. Он не мешает ничего. Вот так. Как-то так. Но листик у нее симпатичный. Так, друзья мои, остались только у нас тут талумнии, которые надо полить. И надо полочку. Полочку надо немножечко помыть. Ну вот талумнии я точно так же заливаю. Вот они вот так стоят какое-то время. А бывает, когда я спешу, я просто доливом наливаю полстаканчика и все. Они сейчас прям будут рады. Я прям чувствую, как они счастливы. Они, может, будут счастливы в другой посадке. Но они у меня здесь тоже вот. Еще, правда, не цвели ни разу. Но они недавно купленные. Следующий полив сделаю доливом с использованием каких-то вкусняшек по листику. Ну, можно и по листу. Вот видите, как оно. Теперь я вот так могу слить и оставить там вот буквально половину стаканчика воды. Ну так, где-то вот на 2 пальчика. И им этого будет достаточно. И поверьте мне, через пару дней там уже будет сухо-сухо. Вот так. Искупались. Мне предлагали высадить их, по-моему, в корни папоротника. Это называется... Как корни папоротника называются? Что-то я подзабыла. Не пользуюсь ими, поэтому и забыла название этого грунта. Никогда не покупала. Девчонки подскажут в комментариях. В общем, все. Талумнии тоже. Ну, они такие веселенькие, да, девчонки? Они большими не растут, но они разрастаются в ширину, кустики дают. Новые кустики. И вот листочки идут из середины. Такие вот интересные талумники. Талумники. У кого мало места, талумнии вот как бы вообще замечательно. Можно их просто в мох посадить. Я посадила, попробовала в гидропонику. Они что-то у меня в коре. Или в мхе они у меня были. Я уже не помню, девочки. Или я сразу... Они, по-моему, пришли с голой корневой, насколько я помню. И я их просто... Они вот с голой корневой были. Я их положила, поставила в такой широкий сосуд. Я просто их заливала, как открытую систему. Заливала, сливала, заливала, сливала. Боже, какая красота. Вот пока мы с вами тут разговаривали, у нас там окно распахнулось, сквозняк, и пошел ветерок, и в принципе практически все сухие, не нужно бить тревогу, надеюсь, что все будет хорошо. Так что, друзья мои, все, сейчас убираю на полки и составляю эту всю компанию. В общем, талумнии росли в открытой системе, я их заливала, сливала, заливала, сливала, потом думаю, как бы мне облегчить уход за ними, и я их посадила вот в гидропонику. Взяла плагрон и вот просто их поместила, их корешки, и засыпала. Ну, вот так они у меня растут. Дождемся мы их цветения, я надеюсь, когда-то. Они, наверное, должны, прежде чем зацвести, должны нарастить какую-то массу, потому что без массы определенно, как говорят, вот даже бульбовые должны дорасти до той бульбы, которая уже начнет у котлей тогда. Пока не начнет расти уже бульба такая, которая способна цвести,
котлея будет просто расти там какие-то мелкие бульбы. И здесь, наверное, должно быть определенное количество розеточек, чтобы пошли цветоносики. Очень любопытно, как это будет выглядеть, но пока только растут. Пока вот так растут на гидро. Посмотрим. Вот здесь вот новые кустики я вижу. Уже вот у меня растут новые кустики. Вот это вот новые кустики. Потому что они поприезжали там не сильно такие пушистые. А у меня уже вот этот кустик большой. Вот тоже мой выросший. Видите? Я стараюсь следить за их поливом. Не всегда. О, девочки, я вспомнила. Грунт из корней папоротника — это триферн. Совсем я уже. В общем, когда их не дольешь, они складывают, как и вандовые, складывают листики пополам. То есть вот по вандам тоже видно, когда они хотят пить, листики сложены. Все, друзья мои, спасибо, что вы были со мной сегодня. Из цветущих на этой полочке у нас вот так. Такая милота. Посмотрите, какая... Вы представьте, какой он маленький, этот цветочек. Там, боже мой, сантиметрик. Представляете? И вот эта красота. Остальные что-то там готовят, что-то готовят. Но эта красота будет красивой, лаковой красотой чуть позже. Она наберет размер. Объем, размер. Красиво цветет. По-моему, не пахнет. Или что-то... Не, есть какой-то нежный аромат, есть. Вроде как. Если прислушаться, тогда услышите аромат. Ну, а так, пока еще, конечно же, нет. В общем, всех полила на этой полочке. Потом я еще доберусь до нижней полки. Верхние у меня политы. Это вчера полита. Вот эта полочка. Осталось у меня вот это. Тут у меня доцветает моя красивая хатуюки. Боже, тут прям такой сижу, прям сквозняк. Смотрите, вот высадила же в гидропонику недавно этого малыша в такую банку. Ну ничего, смотрите, пустил корешок, пошел растить. Надеюсь, что у нас с ним все будет окей в этой посадке. Цветонос выдал, но как-то вот он его растить-то не хочет. А мы все хотим узнать, кто ты. Тоже пыльный, пыльный, надо пыль вытирать. Так, здесь что? Я знаю, как тебя зовут. Льюис Три Принц. Наконец-то я усвоила. Девочки, он открывает цветы, я не вижу. Надо срочно его переставить на верхний стеллаж. Срочно. Представляете, гигантея упала. Надеюсь, не сломалась. У нее вверх уже перевешивает, надо какой-то стаканчик ей. Боюсь ее пересаживать пока. Прям боюсь. Даже гигантея. Так, ты не сломала лист? Ну-ка, давайте посмотрим. Не треснул лист? Нет, вроде нет. Я уже испугалась. Она же такая нежная. Не, вроде не треснул. Так бы запах пошел зелени, когда какой-то лист протрескиваешь. Да, здесь тоже надо всех. Сейчас буду вот таким же образом всех проливать, как предыдущий. Но это уже я буду делать после завтрака. Я уже хочу есть. Вот такие, друзья, дела. Вот такая вам красота в ленту. Все, всех обнимаю. Всем пока-пока. Мирного неба. Так. Прям не знаю, куда эту красоту поставить. Все должны видеть эту красоту. Это невероятная красота. Льюис Три Принц.